Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. События ближайших месяцев. И мы рассмотрим с вами июль, август и сентябрь. Давайте узнаем подсказки карт и при этом останемся реалистами. Это ваше где-то время, мои дорогие Водолеи. Какие-то инновации, добрые события, я уверена, ждут вас, но где-то и ждут ваших альтернативных или инновационных решений. Оставайтесь со мной. Увидимся. И мы продолжаем наш прогноз, мои дорогие Водолеи. И у нас, соответственно, 3 колоды. События до конца июля, события августа и события сентября. Давайте узнаем, с чем это будет связано, что расскажут карты. Какая палитра событий вам предстоит или как, к чему все идет. Как и изменится, возможно, ваша жизнь, может быть, и вы сами поменяете взгляды какие-то свои, или даже какие-то приоритеты мы можем сменить. А почему? Дело тут с Ураном. Уран в Близнецах, и вы можете особенно как-то это чувствовать, остроту момента. А Уран, как известно, ломает все шаблоны. Или то, что там было отстроено, а тут все может быть, ну, как-то по-другому. Или мы, может быть, чего-то не замечали, а теперь у нас открываются глаза, словом. С чем это будет связано? События июля. Ну, какой-то лабиринт у вас определенно заканчивается. Я называю туз мечей всегда выход из лабиринта. Причем мы из этого лабиринта выходим обновленной личностью. Вот нам образ мальчика, который уже сложил эти мечи, да, он уже ни с кем не спорит. И он как будто идет, возможно, совсем не в ту сторону, куда он собирался идти. Он понимает, так немножко грустно он выглядит. Может быть, он и настаивал на чем-то, но понимает, что теперь или ситуация изменилась, обстоятельства изменились, или он в чем-то был неправ. И это ознаменует выход из путаницы, из лабиринта, из какой-то, может быть, запутанной ситуации. Вот я такого тоже не исключаю. И у нас эта колода называется «Ангелов-хранителей». В этой колоде не каждая карта имеет изображение ангела. А на заднем плане в этой карте как раз нам показан ангел. Это как высшие силы благословляют на какое-то решение. Хотя я допускаю, для кого-то из вас это будет как новость. Или как событие какое-то кульминационное. Или когда вы, ну, у вас у самих действительно видение какого-то процесса или какого-то обстоятельства в вашей жизни, оно теперь несколько ваше восприятие мира переворачивает тоже. Но для вас это, опять же, какие-то возможности. Давайте спросим, как будут разворачиваться дальше события. Паж кубков. Прекрасная, кстати, карта. И вот этот выход, он имеет смысл хотя бы для того, чтобы вдохнуть как новую свежую энергию. Научиться, может быть, и радоваться для кого-то заново. Пажи, они все прилежные ученики. Может быть, вы изучать будете что-то новое, и вам это будет нравиться. Это может быть и новый человек, новое общение. Но у нас паж держит кубок, да, как будто рад делиться эмпатией, гармонией, может быть, своей жизненной силой, активностью. И правда, вот такой интересный человек, который вас к себе магнетизирует, притягивает. Хочется продолжать это общение. Но вот кубок, который держит паж, оттуда выглядывает рыбья голова. А рыбы – это первое, это где-то благополучие, решение материальных вопросов, конкретно деньги. И второе направление – это путешествия, поездки. Поэтому у кого-то может финансовый вопрос и личная жизнь, и одновременно какое-то перемещение. Ну, вот в такой красивый узор складываться. А может быть, это вы прежде, первая карта мы говорим, не знали, как поступить. Или вы что-то пока не видели, куда идут ваши отношения. Или по отношениям вы не могли тоже с чем-то разобраться. Вот ясность некоторая, она у вас наступает. И может быть даже, вот как этот мальчик нам изображен, ну так понуро он идет поначалу, а вторая карта там говорит, что это долго не продлится. Может быть, на какой-то момент жизни мы можем отпешить, но потом мы берем себя в руки и видим как раз больше возможностей. И говорим себе спасибо, что вовремя что-то или мы узнали, или мы сумели сориентироваться и как-то перестроиться, вполне вероятно. События ближайшего будущего. Да точно, посмотрите. Тут прям время нельзя упустить.
Тут может это быть как подсказка даже в средствах массовой информации. Может быть, ваша задумка, мои дорогие водолеи, напрямую зависит от внешних событий. Я тоже такое могу допустить, и тогда не нужно терять времени, потому что рыцарь жезлов – это сами по себе неожиданности. И рыцарь, он готов к этим неожиданностям. Это карта скорости, драйва. Может быть, и не стоит терять времени понапрасну. Мы с чем-то тут явно определяемся. И нам показан молодой человек, который спешит, буквально бежит, торопится. Может быть, чего-то не упустить. Или, может быть, и сложится такая у вас до конца июля ситуация, когда вам нужно будет переключиться с одного дела, которым вы планировали заниматься, на какую-то оказию или возможность, когда отправиться к чиновнику, например, или буквально переместиться в какую-то местность, чтобы там своими глазами или переговорить с конкретным человеком, увидеть какие-то обстоятельства, с чем-то разобраться. Вот нас этот жизненный драйв, он где-то захватывает эмоционально. Нам хочется идти. Выход, я бы сказала, из какого-то болота. Вот правда, может быть, прежняя какая-то ситуация, она была так устоявшаяся, и вам казалось все понятно, но Уран в Близнецах ломает шаблоны. И с новой реальностью мы сталкиваемся. И даже если чуть-чуть так вот поначалу мы обескуражены, не знаем, как действовать, но, видимо, холодная голова все-таки по тузу мечей – это холодные наши мысли. Имеется в виду, мы эмоции в наши выводы не добавляем, а здесь больше такой рациональный расчет. Но именно он помогает и увидеть новые перспективы, и как жизнь с чистого листа начать. Вот хочется сказать, потому что следующая карта Паша. События ближайшего будущего. Будьте внимательны все же к решению вопросов финансовых. Есть та тема, которую хочется и нужно сохранять. Недаром девушка присела на сундучке, так это придавила с собой сундучок. Поэтому правильно финансы просчитать определенно стоит. У кого-то это могут быть и отношения, и ревность иногда проходит, мои дорогие. Поэтому тут вот такая тонкая грань вибрирующая, да. Мы ведь не собственники, то есть собственники в каком-то определенном формате, когда действительно дело требует того. Но иногда четверка пентаклей нас... Знаете, как вот мы можем чувствовать эти энергии. Не хочу я ничего менять. Вот буквально так. Меня вот все устраивает. Вот я хочу сохранить то, что я имею, все, точка. И не хочу об этом ничего и слушать, и вообще какие-то новые варианты рассматривать. Так вот, карта говорит нет. От того, что ты не хочешь чего-то, да, или не видишь какую-то реальность, тебе это не помогает. По этой карте помогает контроль к финансам конкретно. Но в отношении всего остального будьте более гибче, сказала бы так. И даже если какие-то метаморфозы случаются среди вашей стабильности, вот, к примеру, да, вам нужно что-то быстро переиграть, перестроить, как советует это нам рыцарь жезлов, и при этом надеяться на самого себя или саму себя. Давайте события будущего еще раскроем. 8-й аркан, причем старший, юстиция называется. Будьте внимательны, тут нам конкретно прописано закон и как закон кармы, судьбы. Тут что-то идет по судьбе. Хочется достать сразу еще одну карту и рассмотреть вот этот триплет второй в комплексе. О, да вы маги, волшебники, мои дорогие водолеи. Я не исключаю, что это вы можете с таким человеком, который непростой, тоже столкнуться. И значит, как-то правильно выстроить с ним общение. Магами не рождаются, ими становятся. Может быть, и вам придется стать магом. И понимать, что иногда для достижения собственной цели нам тоже как будто приходится поступиться чем-то. Или, хоть и мы контролируем в какой-то мере, но мы понимаем, что, к примеру, есть определенный закон или есть определенный порядок, есть та данность, которую мы не можем изменить, или это как перестройка какой-то структуры, а может быть и вообще какого-то порядка такого в более глобальном масштабе. И значит, когда мы поступаем по закону, когда мы поступаем по справедливости, имеется в виду конкретно бумаги, документы, вот тут вот точно по этой карте все же у нас карма прописана и закон. Поэтому даже карта рекомендует, чтобы у вас, как знаете, комар носа не подточил.
Куда вы поставили печати, если они, к примеру, у вас есть? Куда вы поставили подписи, мои дорогие? Какие документы вы подписали? И если мы что-то в прежний период сделали хорошо, тогда нам пространство может возвращать, пусть через помощь других людей, какую-то новую возможность. Но если мы сделали что-то, не очень хорошо или в чем-то там ошиблись, скорее всего, есть тема, которая может нам вернуться на доработку, и мы должны что-то, опять же, переиграть. Но каково бы ни был, или какой сложности бы ни был вопрос или дело, карта мага говорит, что у вас все стихии в руках. Поэтому, конечно, холодная голова, рассудок такой вот, и у вас это получится, мои дорогие. Ваш знак – это интеллект. Поэтому буквально вам интеллект помогает. Может быть, и выйти из какой-то запутанной ситуации. Или разобраться, может быть, юридический какой-то вопрос. Нам ведь не показывают даже сферы жизни. 2 серьезных старших аркана. Но с учетом того, что первая была карта 4 пентаклей, хочется вот ничего не делать. Хочется вообще ничего не предпринимать и себя даже не перестраивать. По этой карте где-то бездействие. Вот что нам может захотеться. А тем не менее, эту карту, она нам помогает, когда мы просто контролируем. Или даже решая серьезные вопросы, очень вдумчивые. Знаете, вот как критическое мышление должно у вас работать, мои дорогие водолеи, до конца июля на какой-то максимальной частоте. Нет мелочей. 2 карты говорят, что что-то крупное может складываться именно из мелочей. То, чему мы не придаем значения. И, кстати, как и туз мечей, так и паж кубков тоже об этом говорят. Поэтому будьте готовы пройти той цепочкой развития событий, которая складывается. Или пусть какая-то обстановка развивается до своего максимального уровня. Тогда это вам, с одной стороны, помогает видеть более непредвзято, и к чему все идет. Тут ведь разные могут быть житейские ситуации, а то и ситуация на более таком глобальном уровне, когда вам нужно видеть и ваши где-то намерения или цели, объективно оценивать ваши ресурсы, то есть на что вы можете повлиять, и где-то благодаря интеллекту просчитывать на пару шагов вперед. Иными словами, быть вот этим самым магом. Какую-то проблему или задачу, или вашу цель нужно видеть в комплексе. Картину целостной. Вам тут действительно высшие силы помогают. Много движения, посмотрите в ваших картах, а вы можете быть к этому где-то не готовы. Может быть, поэтому у нас и начинается с туза мечей. Иногда это известие, знаете, как новая точка отсчета. С одной стороны, что-то обескураживает, с другой стороны, что-то и радует. И вот, наверное, как этот рыцарь жезлов, он готов к неожиданностям. И, может быть, и хочется, да, где-то даже подзастрять. Или вы устали, мои дорогие водолеи. Но, видимо, волею судьбы ситуация такова, что у вас что-то меняется. Посмотрите, у вас колесо фортуны. Хотим мы или нет, здесь 10 ангелочков. Тут именно фортуна, прогресс, мои дорогие, и перемены. Вот такой период июля. И это только запускается, этот механизм перемен. Это еще только какие-то первые шаги или первые стадии перемен. Но, может быть, уже вам нужно подойти очень вдумчиво. Одним словом, все то, что я говорила, фортуна и маг. Но все по справедливости. В середине аркан юстиция. События в личной жизни и любви. Паж жезлов, опять же, либо новое знакомство, либо какие-то контакты, либо новые энергии в ваших отношениях. Может быть, для людей семейных вопросы, связанные с детьми. Но по этой карте это, знаете, тоже некоторый драйв или приток жизненных сил, активности, бодрости. Мы с чем-то определяемся окончательно. Вот у вас или вам помогает, как судьба, высшие силы, ангелы, хранители, мои дорогие, назовите это как угодно. Но есть какие-то невидимые силы в небесной канцелярии, которые вам помогают сделать правильный выбор или с чем-то правильно сориентироваться для того, чтобы, с одной стороны, принять вот однозначное решение, о котором мы говорим уже с первых карт, потом набраться решимости и сделать какой-то первый шаг. И это касается личной жизни. Нам не говорят, что это именно эмпатия, любовь.
Раз жезлы присутствуют, скорее всего, и будут какие-то вопросы, связанные с документами, с бумагами, или, может быть, и с недвижимостью, или с какими-то вашими делами, у кого-то с работой, вашей занятостью, может быть, работой даже на дому. Я такое тоже могу предположить. Но вот будьте рациональны. Вам придется какое-то решение принимать. Давайте мы достанем ваш собственный совет самому себе или самой себе из будущего. Какой совет вы себе дадите на июль? Еще один волшебный старший аркан, и я должна сказать, ведь это карта успеха, карта колесница. Это карта переезда, это карта перемен. Но это те перемены, которые, да, вот сейчас, это только первые этапы, это первые шаги. Сам ангел расправил руки, крылья, парит, принося вам в вашу жизнь какие-то возможности. Мы можем этого всего пока не видеть. Мы люди, мы не можем наверняка просчитать какую-то траекторию, но делай первые шаги. Это вы сами себе даете совет. И не оглядывайся назад. Это сила желания. И это тоже тут конкретно прописано победа. Но и одновременно это как новые какие-то знания. Может быть, впустить в свою жизнь новые знакомства, новые контакты. И мы не говорим о личной жизни. Имеется в виду новые контакты с самыми разными людьми. Может быть, это касается и работы вашей, или занятости, или того, что вы изучаете. Это вообще меняется сама парадигма жизни. И в июле месяце это только первые ласточки, хочется сказать. И поэтому по этой карте вы себе даете совет: не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Итак, август. События на август. Какие события будущего? Что вас ожидает? Что случится или произойдет, мои дорогие водолеи? Что же там для вас? Опять аркан. Правосудие или юстиция. Пусть в этой колоде это номер 8, а здесь у нас 11. По правосудию явно мы должны что-то очень правильно, либо рассудительно решить для себя, либо какие-то документы, может быть, по части и работы, или личной жизни, опять же, нам не говорят, но что-то сделать точно по закону. Может быть, и закрыть вот в это прошлое дверь, коль уж мы рассматривали с вами июля, эта карта была, чтобы вам из прошлого не прилетело никаких обраток в будущем. Хочется мне так сказать. И тогда на август месяц вам еще дается такой период, когда вы можете что-то согласовать или оформить буквально юридически, документально, потому что вам отсюда только вперед. И, может быть, у кого-то связано с переездом. Так вот, если вы, к примеру, даже куда-то намереваетесь приезжать, значит, оказавшись в другой местности, вам не должна прилететь какая-то новость, которая вас ставит в тупик и заставляет вернуться словно назад и что-то там доделывать. Вот подводите какие-то итоги или подводите баланс, мои дорогие. У кого-то буквально, может быть, материальный баланс. Просчитывайте как и свою стратегию, тактику, на что вы готовы, как долго вы готовы продолжать историю какую-то или углубиться в какие-то отношения, или заниматься конкретным делом. Или как в отношении вас работает закон, на какую дистанцию, может быть, по времени вы согласны. Здесь вот самые такие злободневные вопросы и в то же время, которые не совсем в моменте сегодняшнем, а как минимум на несколько шагов вперед. И причем это должно быть все увязано с законом. Что случится или произойдет. Вот смотрите, по закону точно нужно что-то решать. Иногда рыцарь мечей – это у нас, как, знаете, к примеру, мои дорогие водолеи, если вы занимаете руководящий пост, иногда эта карта свидетельствует о неожиданных проверяющих. Или когда нам как экзамен какой-то приходится сдавать. Мы сталкиваемся с теми людьми, которые имеют мнение обратное от нашего. Более того, иногда проходит бунтарь без причины. То есть это те персонажи, которые с нами не согласны. А если и проверяющие, то это те, которые тоже уже пришли с каким-то предвзятым отношением. Но если ты поступаешь по закону, если ты сам эмоциональный баланс держишь, то тогда ты сможешь, водолей, даже из недругов создать себе друзей. Или из тех людей, которые имели предвзятые отношения, как раз выстроить сначала нейтралитет, а потом более дружественную ноту. Но это могут быть и ваши собственные эмоции, когда вы с чем-то не соглашаетесь.
И тогда эти эмоции вам точно не помогают. Если настаивать на своем, ничего хорошего из этого не получится. Эта карта со знаком плюс проигрывается только в одном направлении. И если вы ищете правду, истину, то есть конкретно вы узнаете, как работает закон, тогда вы это найдете, как вот эту информацию. Или найдете, может быть, нужных людей для того, чтобы решить какую-то тему. Принцесса чаш. Вы знаете, тут может быть и банально у кого-то. Принцесса чаш – это тоже любящий человек. Не создайте конфронтации в личной жизни, не настаивайте на своем. Все же бунтарь без причины иногда, да часто говорит о том, что это мы не согласны. Может быть, и вам придется поехать куда-то, отправиться, это несколько сбивает ваши планы. Или человек вам приедет, это тоже может сбить ваши планы. Вы уже себе наметили одно, или даже по отношениям какую-то одну траекторию, а здесь у человека могут измениться планы. А вы будете этим недовольны. Вот если есть просто банальное недовольство, не переведите его в конфликт, мои дорогие. Будьте справедливы, будьте непредвзяты. Я бы сказала так. Хорошо, август месяц, события будущего. По рыцарю Пентаклей мы что-то детализируем, и это нам помогает. Мы изучаем инструкции, мы никуда не торопимся. И даже если вам хочется вот что-то быстро, молниеносно решить, карта нам говорит, что хорошие добрые дела наспех не делаются. Самый медленный рыцарь в колоде, но именно эти энергии вам помогают понять суть какого-то вопроса. Или откуда возникла какая-то проблема. Или каким образом вам действовать, на кого рассчитывать. И это тоже очень важно. Ваше окружение. Август, мои дорогие. По этой карте проходит также человек, который может помочь вам добрым делом, советом, который к вам относится искренне. И, кстати, это может быть та персона, на которую вы совершенно не думаете и не рассчитываете. Если у вас складывается ситуация по финансам сложная, к примеру, то найдется тот человек, который вам окажет помощь, содействие, какую-то поддержку. Если буквально нужно совершить какой-то платеж, скорее всего, есть в вашем окружении тот человек, который может выручить на какой-то период вас деньгами, буквально. И это, опять же, может быть та персона, которую вы вообще не брали во внимание и даже от него ничего подобного не ожидали. Я говорю от него, но это может быть кто угодно. По этой карте проходят надежные люди. И причем проходит марафонский забег лет на 10-20. Поэтому не упустите, какие-то контакты могут быть не просто полезны, а словно по судьбе. И это надежный человек. Вы можете такого человека воспринимать, но как-то по-своему. Или он может говорить какую-то правду, которая вам не нравится. Вот я это тоже допускаю. Иногда так и бывает, потому что по рыцарю Пентаклей, это, знаете, с одной стороны, надежный человек, с другой стороны, он такой, знаете, приземленный где-то. И вам может это не нравиться. Или человек в других энергиях. Вот в таких надежно, но спокойных. А вам хочется драйва. Но ведь уже не одна карта об этом говорила. Или у вас свое какое-то видение. Но вот не разрушьте какую-то очень перспективную связь. Здесь, наоборот, вам это будет помогать. Может быть, вам какой-то человек может помочь как раз выйти из какого-то застоя. Может быть, он для вас способен как перевернуть ваше восприятие мира. Вот я такое допускаю. Вы видели со своей какой-то позиции. Или, как мы говорим, со своей колокольни. Ну, правда, бывает такое в нашей жизни. У нас даже может состояться, знаете, банально, случайный разговор в пути, в дороге. Мы часто разговариваем на дороге, если мы куда-то далеко перемещаемся. Начинаю нашу беседу, ну так вот ни о чем. Мы знаем, что человека видим первый и последний раз в нашей жизни. И мы более открытые. И человек это тоже понимает. И иногда какая-то фраза, как ключевая фраза того вопроса, ответ, который мы долгое время искали. Вот может быть и такая метаморфоза, мои дорогие, водолеи. Поэтому тут нужно быть очень внимательным. И услышав такую фразу, для нас словно мир переворачивается. Мы думаем, елки-палки, а почему я раньше об этом не думала, к примеру? Или почему я раньше вообще не думал так? Я вот даже как бы с этой плоскости, с этого формата не заходил и даже не предполагал. Вот именно мысль с другого формата. Не случайно ведь себя человек перевернул. Он пытается решить какую-то тему. Ну и, наверное, как Альберт Эйнштейн сказал, невозможно
решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Всегда нужно перейти на ступень выше для того, чтобы подвести этот итог. Но это уже не цитата, это мои слова. Но суть, я думаю, его слов, она понятна. Тут именно так вот надо над суетой немножко вам более неприземленно, хотя, может быть, вопросы-то как раз приземленные, но альтернативно посмотреть или рассмотреть точку зрения какого-то другого человека. И она, возможно, перевернет для вас собственное восприятие и поможет как раз решить этот вопрос. Тут может быть и дельный совет, мои дорогие, именно по части финансов. Да точно. Вот смотрите, как у вас меняется энергетика. Мы думали что-то одно, сидели вот так на сундучке, придавили, не пойду я никуда. Ну, я, конечно, шучу, утрирую. Но вот мы как-то не хотели что-то рассматривать. Так вот, парадигма, она не то что меняется, она вот прямо ломается. Как вот этот Уран в Близнецах ломает наши шаблоны. И если мы в чем-то там уперлись, а нас прямо обстоятельства заставляют рассмотреть какой-то альтернативный вариант. И вот этот был застой, да? Часто ведь по аркану повешенного это, знаете, как ситуация заложника или какой-то тупиковый момент в нашей жизни, как Т-образный перекресток. Ехали, бац, приехали, в стену уперлись. Может, нам и не нравится эта стена, а стене все равно. Нам отсюда либо направо, либо налево. Вот вам какой-то выбор придется делать. И посмотрите, после этого застоя. Второй аркан, старший, колесница. Вам отсюда только вперед. Вам, может быть, за это лето придется не раз изменить свое мнение, что-то переиграть, переделать, переписать, может быть, даже какие-то бумаги, изменить мнение о ком-то или о чем-то, а то и изменять себя самих. Вот я не утверждаю, безусловно, ведь это карты, мои дорогие, но вот такие метаморфозы, они могут быть связаны с тем, что, наверное, высшие силы, как у Вселенной на вас, мои дорогие водолеи, другие планы, какую-то миссию вы должны выполнить. И если даже кто-то подзастрял в июле, не волнуйтесь, придется проактивничать в августе. Я вижу так. Или, может быть, какая-то тема, которую вы начнете в июле. Вы должны ее еще продолжить и завершить, может быть, в каком-то новом ключе уже в августе. Давайте мы с вами достанем любовь и личная жизнь. Карта мир. Любовь и личная жизнь. Мир, порядок, гармония, эмпатия. Результат, самое главное, последний старший аркан. Возможно, все. И тут хоть на работу, на новый вид занятости, на работу, может быть, на дому, когда вы и с семьей, и личная жизнь, и работа, или ваши какие-то достижения, а у кого-то переезд очень далеко. Для вас тоже возможно все, мои дорогие водолеи. И я могу, с учетом ретроградного Плутона, где-то допустить, что именно прежняя какая-то история, она у вас может заиграть новыми красками, но действовать вам придется каким-то альтернативным образом. В конечном итоге вы должны быть счастливы. Давайте достанем карту совет, ваш совет, самому себе из будущего. Процветай. Не упусти какого-то момента. Волшебная карта, обратите внимание, изображена семья. Опять же, личная жизнь. Для вас личная жизнь точно не на последнем месте. Хотя это именно в этой карте. В основном девятка кубков. Я ее называю картой эгоиста. Почему? Потому что это часто, как наши сильные эмоции. Здесь, безусловно, по этой карте проходит решение материальных вопросов. Или конкретно улучшение финансовой ситуации, какие-то возможности. Или когда вы получаете какую-то крупную сумму. Может быть, это как ваш гонорар. И мы довольны собой. Нам кажется, я теперь настолько силен, мне никто не нужен, я ничего не хочу. Меня вот сейчас все устраивает, все, точка, баста, даже думать об этом не буду. Вот в этом проигрывается элемент эгоизма. Она ведь все карты до этого говорили, не упусти чего-то. Поэтому, может быть, соединить вам придется возвышенное и земное, и не забыть о личной жизни. Посмотрите, какие две волшебные карты. Мы можем, да весь наш расклад, по сути дела, это как совет. Рассмотрите альтернативные варианты, как будто для вашего счастья. Это сделать необходимо, мои дорогие водолеи. И вы ведь можете быстро перестраиваться. Ваш интеллект вам помогает в этом.
События сентября. Что случится или произойдет, мои дорогие водолеи, что там подскажут нам карты? Что же для вас случится или произойдет? Каков этот сентябрь? Ого! 15-й старший аркан. Но где-то, видимо, сила желаний, сила привычки. Это все идет по 15-му аркану. Это то, что мы надумали. Это где-то, опять же, вот этот материализм. Конкретно он может выйти по этой карте. И заложниками мы не должны быть, да, вот сидя вот так на сундучке. Имеется в виду, когда мы видим несколько однобоко, да. Контролировать финансовую историю мы говорили, начиная с июля. Это необходимо. Но сказать, что мы отталкиваемся от каких-то материальных благ и не видим возможностей другие, ведь помним, что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Вот мы не должны быть пленниками, заложниками каких-то сложных ситуаций, может быть, и материальных. Или постараться решить это с какими-то наименьшими потерями, если какой-то вопрос именно с финансами связан. Значит, нам уже в августе говорят, рассматривая альтернативные варианты. Может быть, кто-то даже может отказаться от этой помощи. Или вы знаете этого человека, но был, к примеру, был конфликт. И вы не хотите делать первый шаг. Заведомо зная, что этот человек вам может помочь. А все-таки не упустите эту возможность. Вы сами себе словно дороги какие-то откроете. Вообще, чем меньше конфронтаций, тем больше возможностей. Иногда конфронтации тоже проходят. Ведь сила желания – это когда мы, опять же, упираемся в силу привычки или в какую-то собственную догму. И мы тогда незаметно становимся вот этим человеком, как марионеткой, которыми могут манипулировать, пусть не конкретные люди, обстоятельства. Может быть, для кого-то из вас и вредные привычки, мои дорогие, почему нет? Иногда проходят по этой карте, а иногда просто банально, и я так надеюсь, и советую, пусть это для каждого из вас проиграется. Это любовь и страсть, почему нет? И давайте достанем вторую карту. Вы посмотрите, какие у вас тут силы, какие у вас тут энергии. Но разбираться с чем-то придется рационально. Все-таки, мои дорогие водолеи, сила желания – это мощный такой, как, знаете, сила динамическая, которая вами движет. Но будут еще некоторые ситуации, которые холодной головы-то все-таки требуют. И то, что у вас ситуация складывается в июле, может быть, она вас чему-то учит, нужно будет выводы сделать правильные. С одной стороны, вот этот 15-й аркан нам может помочь, и это правда, по 15-му аркану это наша физическая активность. У вас будет достаточно физических сил преодолеть что-то. Вы можете выдержать вот это физическое напряжение, то есть это все со знаком плюс. Но мы можем и подзастрять, опять же, в собственном видении, в каких-то собственных принципах или шаблонах, мои дорогие. А на кону солнце, тогда солнце может усиливать вот эти все эмоции со знаком минус, а может быть и наоборот ведь. Если мы переложим вот именно физическую нашу силу и направим на исполнение наших желаний, но при этом понимаем, что мы не должны быть заложниками. У нас как своя миссия, у вас, мои дорогие водолеи, очень сильные эмоции могут быть в сентябре, но они вам должны не мешать, а помогать. Вам как-то надо будет совладать со всем этим. Давайте мы еще достанем просто карту «Совет». Просто совет. Прими, что ты чего-то не знаешь, что тебе действительно придется чему-то учиться. Может быть, для кого-то из вас это как весточки от детей, ваших взрослых детей, какое-то предложение, тогда его никак нельзя упустить. Но все же прилежные ученики, и это вы будете чему-то учиться. Видимо, у кого-то это может быть банально, когда вы окажетесь, к примеру, в другой местности и говорят на разных языках. И чтобы быть правильно понятым и взаимодействовать с людьми, нужно изучить язык. На работе другая ситуация, может быть, там тоже меняется руководство или какие-то требования, какие-то приказы, да, тоже руководство меняет, и вам, опять же, нужно изменить. Меняется, к примеру, ваш график работы. Может быть, и в личной жизни какие-то есть перемены, и вам кажется, словно с чистого листа. Но попажу, это как
Вы пишете несколько, уже начали писать свою новую историю, как новая эпоха. Но принять во внимание, что вы делаете первые шаги, вы просто нарабатываете новый опыт. Поэтому тут уверенность скорее, не самый лучший подсказчик. Здесь внимание пристальное к деталям и мелочам вам будет помогать. Ну ладно, давайте мы спросим, как личная жизнь и любовь, энергия. Что-то вас может разочаровывать. С одной стороны, это может держать вас в некоторых рамках. Могут быть воспоминания. По пятерке чаш именно воспоминания со знаком минус. Ведь это где-то апатия. Потому что не пошло так, как мы хотели, к примеру. Или когда мы сталкиваемся с сильными эмоциями, может быть, и человек нас подвел. Ну и мы должны в конечном итоге подвести этот итог. И карта еще называется «Выплакать горе». Может быть, и была какая-то минусовая ситуация для вас, мои дорогие водолеи, но вам это теперь не должно мешать идти в будущее. Понимаете, тут какая-то перезагрузка может быть для вас в сентябре, когда не совсем идет все так, как вы бы этого хотели. И вот эта пятерка, да, сожаление. У нас первый был аркан дьявол, а тут все немножко обстоит иначе. Вам кажется, что это как будто что-то рухнуло. Вот у кого-то это может быть именно так. А на самом деле, в реальности, это именно перезагрузка. Вам приходится принять как какое-то новое начало. Или новое начало отношений. Или пусть отношения старые, но для вас это какой-то новый поворот событий, к которому вы просто не готовы. Поэтому рассмотрите холодной головой, что происходит вокруг вас. Сложно трактовать, потому что два старших аркана как основа какой-то сентябрьской ситуации. И здесь будет у каждого по-своему. У кого-то это может быть в личной жизни, у кого-то через финансы. Все же карта Солнца дает вам фору вперед, это точно. Но это совершенно в других энергиях. Примите во внимание, вам тут надо будет опять перестроиться. Какая-то перезагрузка. Все то, что я говорила по пажу Пентаклей. Потому что, скорее всего, этой темой вам придется заниматься месяцев 6-8. Карта Солнца – это карта выбора правильного направления. Поэтому вот эти эмоции, они могут быть сильны. А словно реальность, она в другой плоскости. Ваш совет собственный самому себе или самой себе на сентябрь. Ты вступаешь в тот период, как вот по Иерофанту, посмотрите, путь наверх. Но ты можешь этого опять же вот и не видеть, все то, что я уже говорила. И это судьбоносная карта, когда мы можем быть как и учеником, но и одновременно учителем. Кто-то у вас может спрашивать совет. И вы можете обращаться за советом. Вам еще предстоит подняться наверх. И если мы говорили, когда какая-то проблема, и мы не можем ее решить на том уровне, на котором она возникла, нам нужно подняться на ступень выше. Вот эта ступенчатость вашего успеха, вашего прогресса по карте, она предусмотрена. Но здесь, словно мы поднялись на одну ступеньку, мы должны осмотреться, отдышаться, принять во внимание, что работают, может быть, какие-то новые системы. Или принять во внимание, что мы находимся среди новых людей. Или люди вместе с нами тоже меняются. Меняется у них что-то в жизни. Пусть мы этих людей знали долгое время, но и у них вот этот период трансформации, который связан с многими планетарными транзитами, которые нас меняют. Все вокруг меняется. И мы ведь тоже неизбежно меняемся. Поэтому отойти от какой-то догмы, не думать, что так будет всегда, а, видимо, меняться вместе со временем. Вот так вам по судьбе, мои дорогие. Вообще, очень добрые карты Солнце и Иерофант. Просто тут не все так складывается с точкой, как мы бы этого хотели. И не подзастрять в каком-то собственном шаблоне. Это значит увидеть новые возможности вовремя. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Я благодарна за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.